Случилось это очень давно. Еще в те времена, когда деревья были маленькими, сердца большими, а души открытыми. Короче говоря, очень давно. Кажется, в Сербии. В одном маленьком селе, расположенном возле леса, прямо на берегу небольшой речки. Живописнейшее место, скажу я вам, дамы и господа. Вот там и жила семья этого мальчика. Когда ему было лет, эдак, 5-6, принес ему папа щеночка. Щеночек этот бегал прямо посреди пустынной сельской улицы и скулил. Мужчина и пожалел его. Мальчик очень обрадовался и стал кормить малыша. Он спал вместе с ним и разговаривал со своим другом, а тот понемногу рос. Рос и превратился в волка. В огромного, сильного и очень ласкового, 110 килограмм мышц и доброты. Соседи, видевшие все это, не стали возражать. Они не боялись буслика, именно так мальчик и назвал щеночка. Ему показалось, что это будет маленькая собачка. А когда собачка превратилась в большое и сильное существо, было уже поздно менять имя. Ну, буслик, так буслик. Волк не возражал. Он возил на себе своего лучшего друга, которого считал то ли мамой, то ли папой, то ли просто членом своей семьи. Он провожал его в школу и ждал, сидя вдалеке. А однажды в эту семью приехали дальние родственники из большого города. Посмотреть на природу и подышать свежим воздухом. Так они сообщили в телеграмме. Папа мальчика поехал за ними на своей машине, а волка, буслика, привязал, от греха подальше, к большому дереву вдалеке от дома. Чтобы родичи при виде него не заболели срочно детским недержанием. Сами понимаете. Можно испугаться. Буслик не обиделся. Он отлично понимал человеческий язык, и мужчина объяснил ему, в чем проблема. Мальчик, конечно, очень расстроился. И чтобы не встречать родственников, из-за которых привязали его лучшего друга, ушел на речку со своими сверстниками. Мама его очень сердилась и ругалась, но, сами понимаете, когда твоего лучшего друга садят на веревку, очень не хочется это поддерживать. А знаете, какие в горах речки? Холодные, быстрые. Поэтому детям было категорически запрещено в ней купаться. Была небольшая заводь возле села, которую сами жители и расширили, сделав небольшой ставок для купания. Ну так вот. Там детки и плескались, приблизительно по пояс. А в это время высоко в горах, где и начиналась та речка, вода подмыла большое старое дерево. И вместе с ним оторвался от берега большой кусок мха. Очень большой. Дети не смотрели в ту сторону, а потому и не заметили ничего. Зато заметили папа и мама мальчика вместе с гостями. Они как раз стояли на небольшом холме, закрывавшем их дом. Но с него открывался замечательный вид на лес, на речку и на красивые поля. Дерево, проплывая мимо тихой заводи, своими сухими ветками захватило троих детей, после чего понеслось по бурным перекатам. Дети кричали и держались за эти ветви, норовившие вот-вот отломиться. Родители закричали и бросились вдогонку. Закричали и приехавшие родственники. Они ничего не могли сделать. Просто потому, что человек не может догнать дерево, летящее на водах бурной реки. И несчастье было совсем рядом. Оно просто ждало, когда отломятся ветки, за которые держались дети. Но 110 килограмм мышц, любви и привязанности – это, я вам скажу, дамы и господа, вовсе не шутка, и сбрасывать со счета их нельзя. Разве может удержать веревка друга, который слышит крик своего человека? Разумеется, нет. Вот и буслика веревка не удержала. Не ждите мой рассказ о том, как он мчался и прыгал в воду. Не ждите мой рассказ о том, как он, схватив своими страшными клыками малышей за рубашки, а купались они в рубашках, вытаскивал всех троих по очереди из бурных потоков. Но, когда люди добежали, то увидели, что дети сидят рядом с бусликом и обнимают его. А сам буслик улыбается. И гости из города, они не испугались волка, наоборот, они гладили его и восхищались этой собачкой. А папа с мамой и все остальные жители села не стали их разубеждать в этом мнении. После чего в этом селе был устроен праздник. Такой, которого, уверяю вас, вы никогда не видели. Все пели, ели, танцевали и пили. И буслик не был привязан. Он был рядом со столом, возле спасенных им детей. И родители благодарили его и маму с папой того самого мальчика. А буслик? Он молчал и улыбался. Потому что он просто-напросто поступил так, как и должен был поступить настоящий друг. А как же иначе? А иначе никак. Ведь деревья тогда были еще маленькими, а души и сердца были большими. Давно это было? Очень давно.